Глава 199. Селянь лежал на ледяной земле, его лицо закрывала маска скорби и радости, наполовину плачущая, наполовину смеющаяся. Безликий Бай стоял рядом, словно любуясь принцем, теперь похожим на него как две капли воды. Какая-то странная сила притягивала маску к лицу селяня, и ему никак не удавалось ее сорвать. «Смирись», — произнес демон. «Не трать силы попусту. Хочешь освободиться? Сделай так, как я говорю, и очень скоро сможешь вырваться из плена медной печи». Селянь делал вид, что демона не существует. Безликому Баю никак не удавалось завладеть вниманием принца, однако он не сдавался, еще раз вздохнул и добавил: «Мы ведь могли бы стать учителем и учеником, равных которым по силе не было бы на свете, или лучшими друзьями. Почему непременно нужно действовать наперекор?» Селянь все-таки остановился и с неприязнью ответил: «Перестань пытаться поучать меня с таким видом, будто прожил несколько жизней и до конца познал человеческую душу. Мне совсем не хотелось бы иметь такого друга или учителя, как ты». В его голосе звучало неприкрытое презрение. «Я знаю», — с издевкой усмехнулся Безликий Бай, «в твоих глазах только двое могут быть тебе наставниками. Это советник и Цзюнь-У, верно?» Его голос звучал странно, в нем слышались и пренебрежение, и насмешка. Но Селянь не собирался это обсуждать и спросил совершенно о другом. Лан-Ин был первым принцем Юнань, Лан-Ин — выходец из Юнань, подвергшийся поветрию ликов. Единственный, о ком мог подумать Селянь, тот юный принц. «Верно», — ответил Безликий Бай. «Именно тот принц, которого ты, порубив первого правителя Юнань на кусочки, ударил и бросил без сознания в сожженном позднее императорском дворце. Юный принц был племянником Лан-Ина. Возможно, именно тогда остатки поветрия перебрались с тела Лан-Ина к нему». Селянь спросил: «Но почему недуг не передался от него другим людям?» «Потому что обитатели дворца заметили, что он заразился, и послали к нему убийцу, чтобы тот одеялом задушил мальчика, не допустив распространения болезни. Только принц, сопротивляясь, сам убил человека и сбежал. Но из дворца пустили слух, что и государь, и юный принц погибли от серьезных ран. После долгих внутренних препирательств придворные чиновники все-таки посадили еще одного племянника Лан-Ина на трон. Он и стал предком Лан-Цинцу. Как тебе удалось его обмануть?» «Но я его не обманывал. Я лишь рассказал ему правду. Рассказал, из-за кого он превратился в уродца. И сказал, что помогу отомстить, стоит только кое-что мне одолжить». «Это ты называешь кое-что одолжить? Ты же просто поглотил его, как пищу», — Безликий Бай безразлично ответил. С его-то лицом, не похожим ни на лицо человека, ни на лицо демона, никто не стал бы относиться к нему искренне. Подобная жизнь обернулась бы для него наказанием. Неожиданно Селянь произнес: «Ваше Высочество». На секунду Селяню показалось, что демон отзовется. Однако тот сдержался. Но Селянь вновь спросил: «Ты и есть наследный принц Уюна?» В тот же миг Селяню показалось, будто даже горячий воздух внутри медной печи заледенел. Принц обдумывал этот вопрос с того самого момента, как упал сюда. Сам Селянь мог понимать фразы, которые выкрикивали крысы, и причиной тому могли быть только трое: Цзюнь-У, советник и Безликий Бай. Кто-то из них передал ему часть своих воспоминаний и чувств. Другими словами, по крайней мере, один из них являлся выходцем из Уюна. Цзюнь-У родился многим позже гибели государства Уюн, поэтому самые серьезные подозрения падали на советника и Безликого Бая. Почему Хуачен остался снаружи медной печи? Точно не потому, что он непревзойденный. Селянь уже спрашивал у него и получил положительный ответ: ставший князем демонов непревзойденный способен дважды проникнуть в медную печь, так же, как вознесшийся небожитель может второй раз пережить небесную кару. Но все же Хуачен испарился на полпути. Самая явная причина, пришедшая на ум Селяню: медная печь слушается указаний Безликого Бая. Так, каким же статусом он должен для этого обладать? В темноте повисла мертвая тишина, и Селянь повторил, на этот раз утвердительно: «Ты и есть наследный принц Уюна». Демон, наконец, нарушил тишину.
Он рывком напал на селяня, двигаясь стремительно, словно ветер, однако на сей раз пришел черед принца уклоняться. Он прыжком вскочил с земли, ловко увернулся и спросил: «Ваше Высочество, я задам тебе один вопрос. Почему ты никогда не предстаешь перед людьми в истинном обличии?» Безликий Бай мрачным тоном ответил: «Ваше Высочество, я предупреждаю, не стоит меня так называть». «Ты ведь можешь называть меня его высочеством?» — парировал селянь. «Почему же я не могу так тебя назвать?» «Не хочешь отвечать, тогда я догадаюсь сам. Причин, по которым ты прячешь лицо, может быть только две. Либо я знаю тебя, или же не знаю, но едва посмотрев на твое лицо, пойму, кто ты такой, либо твой настоящий облик до крайности уродлив, до такой степени, что ты сам не способен этого выносить. К примеру». С хрустом предплечья селяня охватила боль. Безликий Бай с силой сжал его за руку и прошипел: «Принц, ах, принц! Неужели стоило мне проявить чуточку доброты, и ты решил, что меня не следует бояться?» Его голос полнился почти осязаемым льдом, но сквозь боль селянь все же сохранил ясность сознания. Похоже, демон по-настоящему разозлился. Он выхватил черный меч и направил на селяня, вопрошая: «Ты дал этому мечу имя Фансинь?» Глядя на приближающийся к собственному горлу угрожающий клинок, селянь не дрогнул и мускулом, только спросил: «А что, нельзя?» Безликий Бай хмыкнул: «Ты совершенно не умеешь давать имена. Послушай же, настоящее имя этого меча — Чжусинь». Селянь вдруг округлил глаза: «Кто это там?» Безликий Бай не обернулся. «Решил применить против меня глупый трюк, которым дурачат детей?» Селянь, недоумевая, переспросил: «Ты не заметил? Там ничего нет», — холодно бросил демон. Что я должен был заметить, он и правда не заметил, зато селянь заметил. Только что в клинке Фансиня отразился свет подземного пламени, скользнувшего по стене над ними. И в тот миг селянь увидел лицо. Принц мог поклясться, что не ошибся. Он точно увидел лицо, огромное человеческое лицо. Безликий Бай обладал уровнем магических сил наверняка не меньшим, чем у селяня, а намного большим. Почему же он не смог ничего увидеть, разве только? Это что-то было еще страшнее, чем Безликий Бай. Селянь смотрел на лицо в отражении лишь миг, однако в обрывках своих воспоминаний обнаружил, что оно ему знакомо. По всему телу принца пробежали мурашки. «В медной печи еще кто-то есть», — демон возразил. «В медной печи, кроме нас с тобой, только камень и лава». Селянь хотел было поспорить, но тут про себя переспросил: «Постойте». Знакомое каменное лицо. Осознание пришло мгновенно. Селянь понял, что именно видел. Невероятно, принц немедля спрятал руки за спину и со скоростью ветра сложил несколько магических печатей. Демон, заметив его действие, произнес: «Бесполезно, даже если ты...» Но тут позади них раздался оглушительный грохот, вслед за которым налетела волна камней и земли, подобная дождю. Почувствовав опасность, Безликий Бай молнией отлетел прочь, настолько быстро, что никто не смог бы угнаться за ним. У него бы точно получилось уклониться от удара, жаль только, что напавшее на него нечто оказалось невероятных размеров. Огромная рука, сложив пальцы в кулак, нанесла по демону прямой удар, рука, высеченная из скалы. Размеры ее и впрямь поражали, этот кулак мог бы сравниться с целым домом. Отцветы подземного огня озарили лишь эту часть, а все, что выше запястья, осталось скрытым в темноте. Под звуки падающих камней рука перевернулась ладонью вверх и переместилась к селяню. Несмотря на громадные размеры, пальцы тем не менее выглядели изящными, с отчетливыми суставами. Такая рука могла и осторожно держать цветок, и крепко сжимать меч. Принц, схватив оружие, перекатился в сторону, вскочил и запрыгнул на каменную ладонь. Рука уже двинулась наверх, когда селянь вдруг вспомнил кое о чем, выкрикнул: «Постой!», вновь спрыгнул, подобрал доули и вернулся. Затем огромная ладонь начала подниматься, дальше и дальше от подземных огней, выше и выше. Чувствуя это, селянь сложил руки в другой печати и приказал: «Наружу». После принц ощутил, как ладонь чуть спустилась, будто несущий его великан согнул колени, готовясь к прыжку, а в следующий миг тело стало таким тяжелым, что селяня едва не придавило к камню. Великан взлетел,
пробиваясь сквозь запечатавшееся жерло медной печи. Бах! 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 Следом за несколькими мощными ударами Селянь услышал отчетливый треск. Так рассыпается крепкая скала, не выдерживая яростного натиска, а потом сверху блеснул луч света. Он пробился, печать медной печи сломалась, слепящий свет хлынул дождем, бешеный ветер засвистел вокруг, ворвавшись вихрем. Селянь стоял на ладони великана, одной рукой придерживая шляпу, другой укрываясь от летящего в лицо снега. Жар от медной печи испарился, принц глубоко вдохнул свежего холодного воздуха и крикнул «Сань Лан». Эхо его голоса все еще летело вдаль, когда пара рук, возникшая сзади, заключила его в объятия. Селянь застыл, но, опустив взгляд и увидев у себя на поясе руки в красных рукавах и серебряных наручах, сразу вздохнул с облегчением. Возле уха раздался обеспокоенный голос: «Я едва не сошел с ума». Принц сразу обернулся, обхватил ладонями его лицо и успокоил: «Не сходи с ума, не нужно, я уже выбрался». Это был Хуачен. Его волосы растрепались, во взгляде все еще читалось отчаяние. Маску скорби и радости, которую Селянь никак не мог сорвать, Хуачен снял одним движением и сразу отбросил прочь. Принц сам не мог понять, почему вдруг взял лицо демона в ладони. Он сделал это совершенно не думая, видимо, в качестве жеста утешения, а может, боялся, что Хуачен замерз на снежном ветру. Ведь все то время, что Селянь провел внутри медной печи, Хуачен наверняка ждал его здесь, на вершине вулкана. Они прыгнули туда вместе, но тут одного внезапно выбросило обратно. Не зная, что происходит там, внутри, и впрямь можно сойти с ума, крепко прижимая к себе Селяня, Хуачен продолжал: «Я никак не мог попасть внутрь печи. Оставил тебя одного, пробиваться наружу. Я, черт подери, совсем ни на что, Сань Лан, все хорошо, правда, все в порядке». Поспешно перебил Селянь. К тому же, я вовсе не один прорвался. Тогда Хуачен, наконец немного успокоившись, спросил, что. «ГГ, как ты выбрался с твоей помощью?» «Смотри». Он указал наверх, и Хуачен поднял взгляд в том же направлении. Посреди летящего снега высилась высеченная из цельной скалы статуя, подобная исполину, стоящему меж небом и землей. Они находились как раз на ладони этой статуи. Черты лица изваяния поражали мягкостью и красотой. Длинные изящные брови, приятная глазу линия губ, чуть приподнятые в полуулыбке уголки рта. Выражение лица нежное, но не легкомысленное, бесстрастное, но не равнодушное. Лик, поражающий красотой и полный милосердия. Это было лицо Селяня. Принц, глядя на статую, тихо спросил: «Это и есть твоя лучшая работа, о которой ты говорил?» Хуачен долго молчал, не сводя глаз со статуи. Затем вновь посмотрел на Селяня и кивнул. Это огромное каменное изваяние наверняка было высечено им из скалы во время заточения внутри медной печи, спустя тысячи попыток и годы страданий. Несколько сотен лет оно хранилось в глубине темного жерла вулкана, частично заросшее вьющимися растениями. Медная печь стала его естественным храмом, таящим множество опасностей. А само изваяние оставалось единственным образом божества в этой огромной обители. Статуя была единым целым с медной печью, созданная из того же камня. В противном случае обычное изваяние ни за что не выбралось бы из недр печи, только рассыпалось бы каменной крошкой. А если бы оно изображало не Селяня, или же Хуачен перед прыжком не одарил принца достаточным количеством магических сил, принц не смог бы повелевать ему. Повернувшись к Хуачену, Селянь произнес: «Вот так, Сань Лан, я и выбрался оттуда. Я пробился вместе с тобой.